Всем привет, друзья! Сегодня будет гайд, как впустую слить 15 миллионов голды. Для этого покупаем карту кабана-вожака, вставляем ее в шапку не для привязки, а чтобы именно носить, и готово. Минус 15 лямов, а взамен ничего. Примерно такие у меня были ощущения после того, как я по собственной невнимательности сделал себе такую шапку, и сейчас расскажу, почему повторять этого не стоит. Начнем с того, что карта кабана-вожака вставляется в головной убор и с шансом 30% при получении урона восстанавливает 100% ресурса персонажа. Если играешь магом, то это будет 100% концентрации. Стрелкам даст фокус, ворам хитрость, мечникам ярость. В общем, карта универсальная, перезарядка 60 секунд. На момент публикации этого видео я качал волша, и на крупных париках у меня постоянно возникала нехватка концентрации. То залить забыл, то на стенки метеоры растратил, а без нее сливать мобов крайне болезненно, да и зелья высокой концентрации довольно дорогие, чтобы юзать их на фарме. И план заключался в том, что я делаю себе сменную шапку с кабаном-вожаком, ввожу такой парики и при нехватке концентрации переодеваю шапку, карта срабатывает, заливает мне концентрацию, я снова одеваю свою основную шапку и комфортненько качаюсь или фармлю дальше. И план был хорош, исполнение говно. Дело в том, что я совсем забыл, что у всех карт в игре, которые имеют шанс на срабатывание, вроде карты тролля, не только есть КД, но они также уходят в перезарядку при смене экипировки. То есть, когда я волшом веду парик и одеваю шапку с кабаном-вожаком, чтобы залить концентрацию, карта сначала уходит в перезарядку на 60 секунд, и только после этого может активироваться. И вместо полезных статов на деф, выносливость или интеллект, которые на это время можно было бы получить с другой картой, на минуту мы получаем только ЧСВ от того, что у нас элитка в шмоте. Серьезно, минута это очень долго и крайне неэффективно. За это время моего волшика серьезно так начинают проедать мобы, ведь основная шапка идет с картой на деф. То же самое происходит и на других персонажах. Если тебе требуется залить ярость, например, или хитрость, то нужно это прямо сейчас, а минутное ожидание легко может стать фатальным, да и просто дико неудобно. Раньше, кстати, не было перезарядки при смене экипировки, и вот тогда, да, эта карта была вполне применима. Сейчас же использовать ее по сути можно только в двух случаях. Первый для привязки экипировки, ведь вытащить карту элитки стоит 200 реалов, а карту босса 500. И второй, носить ее на постоянку, но тут, конечно, серьезно встает вопрос эффективности, ведь более полезных карт для головного убора предостаточно, причем для всех классов. Итог. Если вдруг тебя посетила мысль купить карту кабана-вожака, чтобы прям ходить с ней, советую еще раз хорошенько подумать. Я вот по глупости это сделал, и теперь она просто лежит на складе. Конечно, в будущем я планирую привязывать некоторые шмотки, и карта не пропадет, но конкретно сейчас это была пустая трата денег. Откровенно, применение есть сейчас только одно – привязка шмота к аккаунту. И это обидно, ведь особенность карты уникальная, не просто банальные статы. На самом деле все, что нужно в ней исправить, это сделать исключение и отменить КД при смене экипировки. Тогда карта снова станет очень даже полезной. На этом все. Надеюсь, видосик поможет тебе избежать лишней траты денег. Жми лайк, если понравилось, и обязательно подписывайся на канал. Удачи в игре. Пока.